Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу предложить связать вам жилет свободного кроя и крупной вязки с шикарным рельефным узором. Модный, стильный, модель просто в точку. Мне понравилась эта модель. Я нашла ее на просторах интернета. Она продается в одном из модных интернет-магазинов, бутике. Шикарно смотрится на девушке модели. Я думаю, что она подойдет на любой возраст и любой размер. И сейчас я вам более детально полистаю и приближу. Давайте посмотрим укрупненный вариант узора. У нас здесь с вами ромб с крупными шишечками. Вязка очень крупная. Девочки, я сегодня буду вам рекомендовать вот эту планку, которая вяжется резиночкой 1 на 1. Это цельновязная планка. Просто резинкой 1 на 1 вязать. Но здесь, смотрите, когда укрупняем, да, здесь очень хорошо видно. Обращаю ваше внимание, здесь идет вытянутая петля. Вытянутая петля через ряд, она вяжется, вытягивается. Вот. Но мне этот вариант не очень нравится. Я предпочитаю обычную резинку 1 на 1. Мне кажется, это как-то больше подходит. Это мое личное мнение. Имейте в виду, что если вы хотите цельновязную планку вязать как оригинал 1 в 1, то, пожалуйста, воспользуйтесь вытянутыми петельками. Так, дальше листаем. Как видите, шикарная моделька, сидит просто сногсшибательно смотрится. Вот здесь тоже очень хорошо видно узор. Пряжа здесь используется толстая, и можно использовать пряжу с шерстью, можно хлопок. Сегодня я подробно вам об этом расскажу. Мы будем составлять с вами описание для размера 42 по 52, вот подробно попетельное описание, в котором я вам подскажу, как расположить узоры правильно. Смотрите, как здесь эффектно смотрится этот узор. Я просто в полном восторге. Мне очень нравится эта модель. Я, как ее увидела, сразу загорелась делать видеопроект по этой модели. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Здесь идет обвязочка у нас по пройме. Отдельно планочка вяжется, резиночка тоже 1 на 1. Вот я поэтому и говорю, что мне вот эти укрупненные вытянутые петли по цельновязной планке не совсем как бы в тему. Да? Здесь резинка 1 на 1, здесь резинка 1 на 1. Да? Здесь у нас тоже нигде вытянутые петли не применяются. А здесь вот так вот сделано. Как-то вот что-то какой-то дисбаланс, да, но это мое личное мнение. Вы можете смотреть по спинке. У нас идет лицевая гладь. Точно так же я буду сегодня в своем проекте вам строить построение. Здесь очень хорошо, как аккуратно сделан пройма, обработана. И, в общем, все детально мы сегодня с вами рассмотрим и разберем. Так, вот здесь тоже видно планочка, как аккуратно, все хорошо, лицевая гладь прям шикарно смотрится. Итак, мои хорошие, если вас все устраивает, вы заинтересовались, загорели желанием, смотрим более детально. У нас сейчас выбор пряжи и затем схема, выкройка и мои попетельные расчеты. Конечно же, мы будем вязать образец узора, определять плотность вязания. Все впереди. Девочки, для вязания жилета я предлагаю пряжу Alize Midi Pulu из серии Суперлана. Это пряжа с такими красивыми пайетками, блестят, видите? Очень красиво она смотрится в узоре. Сейчас я вам про метраж скажу. 100 грамм 150 метров. Пряжа турецкая, соответственно. Цвет у меня, вот здесь очень хорошо видно, 95.
Цвет очень красивый такой, знаете, бежевый, нежный цвет. Вот приближаю вам ниточку, да, такие пайеточки красивые, да, видно. Так, и в составе мягкая пряжа, в составе у нас 67% акрил, 23% шерсть, 5% полиамид и 5% пайетки. Так, вот такая вот роскошь. Получается спица 3, спицы 5. Спицы 5. Кстати, здесь что у нас рекомендуют по спицам? Рекомендуют 5-8 даже. Вот. То есть я предельно низкие рекомендации использую. Узор. Просто волшебный узор. Бесподобно в этой пряже он смотрится. Я когда увидела этот узор, сопоставила, что у меня есть такая пряжа, и сразу поняла, что это будет божественный просто жилет, связанный из толстой пряжи, крупной такой. И вот именно в пайетках он будет смотреться просто волшебно. И я не знаю, как это еще охарактеризовать. Я просто покорена красотой того, что вижу. Я вязала с удовольствием. Мне это очень нравилось, очень нравилось. Заставляла прям наслаждение. Так, мои хорошие, это пряжа с шерстью, да? Крупная пряжа акриловая, такой толстый, такой хорошо крученая ниточка. Вот. Но на нашем образце пряжа, по-моему, все-таки явно идет с хлопком. И я вам предлагаю вот такую альтернативу. Толстая, крупная тоже пряжа хлопковая фирмы Yarn Art. Называется Jeans Plus. У нас в 100 грамм 160 метров, да, то есть она приближена к нашей, и плотность у нее будет такая же, да. Так, цвету вам не нужен. 55% хлопок, 45% полиакрил. Вот такая у нас пряжа. Она хорошо, прям, знаете, как шнурок скручена, идеально тугая такая. Будет красиво, объемно смотреться. То есть вот вам альтернатива. Либо вы берете пряжу с шерстью, либо с хлопком, да. И, конечно же, цвет выбирайте тоже по своему вкусу. Вот эти пайетки, это мой вкус, я посчитала, что это просто будет божественно смотреться. У каждого из нас свой вкус, свои предпочтения, поэтому навязывать я свое мнение вам не стану. Выбирайте пряжу вот такого метража, чтобы попасть в плотность. Ну или сами посчитайте плотность, да. Конечно же, мой видео мастер-класс, он у нас носит всегда рекомендательный характер, и вы, конечно же, понимаете, что всегда нужно вносить свою творческую, так сказать, линию в любой проект, который осуществляете. Но главное, это, конечно, нарисовать схему и связать этот узор, этот божественный узор. А с пайетками, хлопок, там, шерсть, это все ваш выбор. Итак, давайте посмотрим схему. Схему я рисовала по картинке. Вот так выглядит у нас с вами наша схема узора. 23 петли занимает мотив узора. И более детально сейчас я вам расскажу. У нас будет жгут на 4 петлях использоваться, вот показано справа и слева симметрично. Здесь у нас раппорт узора составляет 6 рядов, 4 петли. И мотив ромба такого рельефного с шишечками занимает 11 петель в ширину, и в высоту раппорт составляет 16 рядов. Условное обозначение здесь очень понятно, и я всегда, значит, их использую именно в таком плане, как вертикальная черточка – это лицевая петля, и горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Кроме того, пустая клеточка здесь тоже обозначает изнаночную петлю. Я бы не стала здесь их рисовать, потому что, ну, так более детально выглядит узор ромба, более понятно, да? Вот. Здесь у нас есть переплетение, перекрещивание, то есть вот тут 5 петель у нас перекрещиваются налево,
Здесь 3 петли перекрещиваются направо и налево, соответственно. И здесь 4 петли тоже перекрещиваются налево. Пусть вас не пугает такое большое количество перекрещиваний, они вяжутся элементарно. Если вы еще не умеете делать без дополнительной спицы перекрещивания, посмотрите сегодняшний узор, как я буду вязать. Эта техника очень простая, честное слово. Легко научитесь и доведете до автоматизма вот этот самый момент перекрещивания. И вы затем будете как семечки щелкать, девочки, эти узорчики с перекрещиваниями. Так, ну и, конечно же, вот эта вот большая такая жирная точка – это шишечка, место шишечки. Их тоже очень легко вязать с помощью крючочка. Запаситесь не только спицами, но и крючком. Я использовала крючок 3,5. Так, и вот такое описание. Ах да, я еще вам выкройку не показала. Выкройка у нас, девочки, вот такая выкройка. Здесь нет размеров. Размеры будут в расчетной части, где я все вам детально рассказываю, описываю. Здесь просто я вам показываю конструктивно, чтобы вы понимали, как выглядит у нас сегодняшнее вязание. То есть у нас все детали, спинка, полочки вяжутся раздельно. У нас цельновязанная планка идет, она вместе с полочками вяжется, да, и затем все сшивается. У нас будет отдельно вывязываться планка по пройме, и об этом вот я детально рассказываю всегда вот в таком описании. Смотрите, у нас описание в виде текста, я его выкладываю под видео, да, то есть чтобы вам было удобно. Здесь вся последовательность действий при вязании, то есть это подробная инструкция нашего вязания. У нас будут сегодня использоваться размеры 42, 48, 50, 52. Длина изделия 66 сантиметров. Размеры европейские 36, 42, 44, 46. Так, ну и здесь все это дело под видео. Для иностранных моих подписчиц тоже перевод на вашем языке родном есть под видео. Смотрите, там все есть. Так, и на русском, и на любом иностранном языке я делаю перевод. Итак, мои хорошие, давайте с вами сейчас приступим к вязанию образца узора. Итак, для вязания образца я набрала 25 петель. И сейчас я вам покажу, как с первого ряда будем мы вязать. Значит, у нас с вами, по сути, 23 петли занимает мотив. И, в общем, 2 кромочные еще. Смотрите, девочки, я вам буду показывать сейчас первый ряд. И вот этот жгут у нас будет занимать всего 6 рядов в высоту. И он не согласуется по раппорту, конечно, вот по этому большому ромбу. Да? То есть у них разная высота у этих мотивов. Вот у жгута 8, так, у жгута 6 рядов раппорт. Понятно, да? А у нашего большого ромбика 16 рядов. Поэтому вот такая вот немножечко несостыковка. Итак, идем сейчас. Первый ряд у нас с вами в жгутике у меня надо сделать перекрещивание. Делаем перекрещивание, 4 петли перекрещиваем налево. Для этого все 4 петли я сняла на правую спицу. 2 у меня за работой остались. А первые 2 перед работой. И я их так поменяла местами, перекрестила. И все 4 надо провязать лицевыми. Затем мы вяжем 2 изнаночные. И начинается у нас наш ромбик. В ромбике 3 изнаночные идут первые. Затем 5 петель будем перекрещивать налево. Следующим образом. Снимаем все 5 петель на правую спицу. Первые 2 петли у меня перед работой. 3 петли за работой остались. Я их высвобождаю с помощью правой спицы аккуратно. Возвращаю на левую. Только они у меня теперь будут первые. И вяжу 2 лицевые. По центру идет 1 изнаночная. И снова 2 лицевые. Вот, перекрестили 5 петель налево. Далее вяжем 1,
2, 3, 4, 5 изнаночных. И в жгуте снова перекрещивание 4 петель налево. Так же, как и в первом жгуте, мы первые 2 у меня перед работой петли, следующие 2 за работой. И я их меняю местами. Видите, да? Поменяла, перекрестила, и все 4 сейчас вяжу лицевыми. Так. Все изнаночные, кромочные мы вяжем изнаночные, все изнаночные ряды переворачиваем. Мы будем вязать, как смотрят петли. Вяжем 3-й ряд. В жгутике у нас с вами просто 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем вяжем изнаночные. 1, 2, 3, 4 изнаночные. И снова перекрещиваем с вами, только теперь направо, но 3 петли. 3 петли снимаем на правую спицу. Первая петля за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли местами и провязали 2 лицевые, изнаночные за работой. Затем у нас идет по центру ромба изнаночная. И следующие 3 петли перекрещиваем налево. Снимаем 3 петли на правую спицу. Первые 2 лицевые перед работой. Наша изнаночная за работой. Поменяли их местами. И вяжем как изнаночная, 2 лицевые. Затем идут 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. В ромбике, в жгуте 4 лицевые. И кромочная, изнаночная. Вот, связали 3-й ряд, переворачиваем в 4-й ряд, вяжем, как смотрят петли. 5-й ряд. В жгуте у нас с вами, несмотря на схему, идут 4 лицевые. Как и помните, я говорила, раппорт составляет 6 рядов. У нас пока что только 5-й ряд, да? Так, 5-й ряд, так. Связали 4 лицевые, далее идут 3 изнаночные, и далее перекрещиваем с вами 3 петли направо. Сняли 3 петли на правую спицу, изнаночные за работой, лицевые 2 перед работой. Поменяли их местами, и все вяжем как 2 лицевые, изнаночные. Затем вяжем в ромбе 1, 2, 3 изнаночные по центру. Перекрещиваем следующие 3 петли налево. Первые 2 лицевые перед работой, изнаночная за работой. Поменяли местами. Изнаночную вяжем изнаночной, лицевые вяжем как 2 лицевые. Далее вяжем 3 изнаночных, и в жгуте у нас идут 4 лицевые. Кромочная, изнаночная. Так, отлично. Переворачиваем вязание и 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Следующий ряд у нас 7-й. И здесь у нас раппорт в жгуте сейчас будет повторяться. Как я вам говорил, 6 рядов. Сняли кромочную и снова делаем перекрещивание 4 петель налево. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Меняем их местами. Все 4 вяжем лицевыми. Затем вяжем 2 изнаночные. Перекрещиваем снова 3 петли направо. Поменяли местами изнаночные за работой, 2 лицевые перед работой. И все вяжем вот таким образом, как 2 лицевые, изнаночные. Дальше в этом ряду у нас 2 изнаночные вяжутся, и по центру ромбика вяжем крючком шишечку. Как это сделать, я показываю. Смотрите, берете крючок, вставляете вот эту центральную петельку и вытягиваете. 1, 2, делаем, видите, накид, 3, снова накид, 4, накид, 5,
5 раз вытянули. Через все петли вытянутые протягиваем одну петлю и фиксируем ее еще раз. Спускаем со спицы. Наша, видите, какая большая петля получилась. Некрасиво, да? Чтобы все красиво, аккуратно легло, мы, смотрите, вот так делаем шишечку чуть-чуть вперед, да, заходим назад туда, вот видите, и вот за эту протяжечку вытягиваем ниточку. Все, петля зафиксировалась. И эту петельку зафиксированную мы возвращаем на правую спицу. И у нас вот такая огромная большая шишечка получается. Затем вяжем 2 изнаночные и 3 петли перекрещиваем налево. Также 2 перед работой лицевые, изнаночные за работой. Вяжем как изнаночная, 2 лицевые. Осталось у нас 2 изнаночные. И в жгутике перекрещиванием 4 петель налево, меняем их местами по 2 и вяжем как 4 лицевые. Кромочную вяжем изнаночные. Связали. Вот такая у нас получается с вами довольно-таки объемная шишка. Переворачиваем наше вязание. 8 ряд вяжем, как смотрят петли. 9 ряд. В жгуте у нас идут с вами 4 лицевые. Затем 2 изнаночные. 2 лицевые. Изнаночная. И сейчас будут еще у нас с вами 2 шишечки. Значит, делаем шишечку, также крючком вытягиваем 5 раз. Раз вытянули петельку, сделали накид. 2 вытянули накид. 3, 4, 5. 5 раз с накидом вытянули, да? Через все протянули крючочек, зафиксировали, сняли петельку со спицы и здесь еще в протяжечку вот сюда сзади тоже зафиксировали нашу шишечку. Все. Петлю возвращаем на правую спицу. Далее вяжем 1, 2, 3 изнаночные петли и еще одна шишечка идет. Такая же. Вводим крючок в петлю, вытягиваем, делаем накид. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз так сделали. Через все 5 вытянули одну петлю крючком. Еще раз вытянули. Скинули петлю со спицы. Зафиксировали сзади нашу шишечку. И петлю возвращаем на спицу. Изнаночная. И вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, в жгуте 4 лицевые. Кромочная, изнаночная. Связали. 9 ряд. 10 ряд переворачиваем, вяжем, как смотрят петли. У нас 11 ряд. И мы вяжем с вами в жгутике 4 лицевые. Затем идут 2 изнаночные. Перекрещиваем 3 петли теперь налево. Сняли 3 петли на правую спицу. Первые 2 петли перед работой. Изнаночная оказалась за работой. И их вот так поменяли местами. Провязали первые изнаночные, 2 лицевые. В жгутик, так, в центре ромбика мы вяжем 2 изнаночные и шишечку делаем в следующую петлю по центру. Значит, вытягиваем так же, как мы это делали. 1, 2, 3, 4, 5 раз вытянули, 5. Через все 5 протянули, зафиксировали, сняли со спицы и еще сзади зафиксировали. Все. Петельку вернули на правую спицу. И далее свяжем 3 изнаночные, 2, то есть изнаночные, 2 изнаночные и 3 петли перекрещиваем направо.
Изнаночную за работой оставляем, 2 лицевые перед работой. Поменяли местами и провязали как 2 лицевые изнаночные. Вот, что у нас с вами получается. Дальше у нас идут 2 изнаночные и в жгутике 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочная и изнаночная. Переворачиваем вязание, и у нас получается 12 ряд мы вяжем, как смотрят петли. 13 ряд. В жгуте у нас сейчас будут перекрещивания снова налево. 4 петли сняли на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой поменяли местами. Все 4 вяжем лицевыми. Затем у нас тут 3 изнаночные. 1, 2, 3. Меняем местами 3 петли, перекрещиваем налево. Сняли 3 петли на правую спицу. Первые 2 перед работой, изнаночные за работой. Изнаночную вяжем изнаночной, лицевые, как 2 лицевые вяжем. Затем вяжем 3 изнаночные и перекрещиваем следующие 3 петли направо. Сняли 3 петли на правую спицу. Первая изнаночная за работой, 2 лицевые перед и провязали как 2 лицевые изнаночные. Далее у нас идут 3 изнаночные, жгутики перекрещивания на 4 петель налево. Вы уже умеете это делать, да, самостоятельно сделали. Кромочную связали изнаночной. Все. Переворачиваем, и 14 ряд у нас с вами вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 15 ряд узора. Вяжем в жгуте 4 лицевые. Затем идут у нас 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Дальше перекрещиваем 3 петли, продолжаем налево. Первые 2 перед работой, 3 за работой. Поменяли их местами и вяжем как изнаночные 2 лицевые. Далее идет изнаночная по центру и следующие 3 петли перекрещиваем направо. Сняли 3 петли на правую спицу, изнаночную за работой. 2 лицевые перед, все связали как 2 лицевые изнаночная. Затем идут снова 4 изнаночные и в жгуте 4 лицевые. Кромочная, изнаночная. Все. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. На этом раппорт узора заканчивается, девочки. И повтор идет с первого ряда. Повторюсь, что наш жгут, вот этот боковой, он вяжется своим раппортом. Высоту у него цикл 6 рядов, у нашего большого ромба 16 рядов цикл. Понятно, да? Так, девушки, у нас с вами уже связан полностью раппорт. Я бы хотела сделать влажную тепловую обработку образца. Для расчета плотности нам понадобится горячим утюгом, горячим паром. Я сейчас вот так обдаю наш образец. Ни в коем случае не отутюживайте, только горячим паром. Все. Полотно очень влажное, податливое, пластичное. Тянем образец, энергично тянем его в разные стороны. Повторно потянем, давайте. Так, а теперь пусть сохнет. Будем измерять, делать расчет плотности. Прикладываем. Итак, вот наш образец. Он высох, да? Мы его вот так в свободном состоянии укладываем на ровную поверхность. Берем простую линеечку, прикладываем ее к нашему полотну. У меня 15 сантиметров ширина.
25 я разделю на 15. Получается 1,65. Давайте запишем такое число, чтобы было легкое. Значит, в 1 сантиметре 1,65 петель у нас уместилось с вами по узору. Для вертикальной плотности мы измеряем высоту полотна полученного, прикладываем линеечку, и у меня 18 сантиметров. Здесь связано 2 раппорта и еще один 17 ряд я себе позволила. То есть 16 и 16, 32, 33 ряда, да? 33 разделить на 18 сантиметров. Вот такая плотность получается по вертикали 1,8. Запишем: в 1 сантиметре 1,8 ряда умещается. Это по вертикали. Так, сейчас с этими цифрами нам понадобится сейчас сделать расчеты по выкройке и предварительно свяжите лицевую гладь и тоже измерьте плотность. Я тоже сейчас сделаю самостоятельно. Так, для наших расчетов мы будем использовать выкройку. Составлять описание я стану сегодня для российских размеров 42-48 и 50-52. Почему 42-48? Ну, потому что это будет свободный крой и с успехом подойдет как на маленький размер, так и на чуть-чуть побольше. Ширина у меня будет для вот первого озвученного размера 55 сантиметров, для второго размера 60 сантиметров. В петельном эквиваленте, девочки, спинка у нас, лицевую гладь я связала отдельно, как мы и договаривались, и определила плотность. В 1 сантиметре в лицевой глади у меня получилось 1,3 петель. Вот такая плотность по горизонтали. И в петельном эквиваленте, вот я расчеты стала делать, 55 я умножила на 1,3 и получилось 72 петли по спинке набираем. Для второго размера 78 петель, ширина спинки 60 сантиметров. Так, это мы определили, да? Далее смотрим. Вот это все. Планочка у нас вяжется нижняя на высоту около 8 сантиметров. Общую длину изделия я сделала на все размеры 66 сантиметров. Это очень индивидуальная, так скажем, циферка, которую вы должны определить сами для себя. То есть по вашему желанию длину определяете и по вашему росту. Вот, я посчитала для среднего роста 66 сантиметров. Так, дальше. Для проймы глубину сделала я 5 сантиметров, и у меня получилось в петельном эквиваленте это 6 и второй размер 7 петель закрыть. Так, далее. На вырез горловины я определила 28 петель и 30 петель. То есть, если у нас ширина 21 сантиметр, первый размер, умножаем на плотность 1,3, вот 27, да? Но надо, чтобы было четное число, поскольку у нас с вами четное количество петель набиралось. И я взяла 28 петель. На второй размер на 2 петли больше. Так, и все, что осталось, это петли плеч. 16 и 17 петель у меня получилось на плечи остается. Так, с этим определились, да? Спинка очень простая. На какой высоте, вот здесь по моим мерочкам, если у нас пройма, высота проймы, первый размер составит 22,5 сантиметров, на второй размер высота проймы составит 24,5 сантиметров, то здесь у нас на высоте вот 35,5 и второй размер 33,5 сантиметра будет формироваться пройма. Как ее сформировать, я описываю в описании под видео. Там у меня подробно, попетельно я говорю, как сделать вот это красивое закругление по пройме. Читайте текст под видео. Дальше. Давайте переходим к полочкам.
Вот у меня здесь выкройка для левой полочки, но мне проще, девочки, говорить про правую полочку. И говорить я буду много. И вот так схематично я изобразила расположение наших узоров. И сейчас я буду вам объяснять. Итак, это правая полочка. Начинаем с 2 кромочных для красивого утолщенного края. Как их делать, я сегодня уже в видео показывала. Как сделать эти 2, значит, красивые утолщенные край на 2 кромочных. Для планки цельновязанной мы будем использовать 7 петель. 7 петель я выделяю. Располагаются они следующим образом. Это планка. Вот я написала планка. 7 петель. Начинаем мы как 2 кромочные, да? Затем идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, заканчивается лицевой петлей. Вот таким образом это 7 петель выглядит. Далее у нас идут 2 изнаночные. И далее идет 23 петли нашего узора. Вот эти 23 петли, которые мы сегодня вязали в образце. 23 петли. Вот. И все, что осталось, это изнаночные петли. У меня первый размер вот получается 15 изнаночных и кромочных соответственно. Но, девочки, чтобы не было, ну это, конечно, по желанию. Опять-таки, мои рекомендации такие, чтобы это красиво смотрелось, я считаю, что нам необходимо сделать вот эти жгуты, которые мы с вами делали по 4 петли. Мы их логически продолжаем сюда. То есть это правая полочка, да, вот вы это все связали, да, и продолжаем эти жгутики через такое же расстояние, то есть через 2 изнаночные. И вот что у меня получается. Смотрите. 2 кромочные, 7 петель планки, 2 изнаночные, 23 петли узора, 2 изнаночные, 4 петли жгут, 2 изнаночные, еще 1 жгут, 4 петли. Все завершается 3 кромочными, 3 изнаночными и 1 кромочной. В сумме это 50 петель составит. То есть это, скажем так, первый вариант расположение, когда просто изнаночные идут после узора. Это второй вариант, более, мне кажется, более приятный, более актуальный, со жгутами дополнительными. То есть мы не просто чисто изнаночные вяжем, а вот немножечко, так скажем, расширяем свою фантазию, да? Так, это понятно. Дальше, для второго размера я сделала следующее отступление. Значит, у меня идет вот таким образом узор. 2 кромочные, 7 петель планка, 3 изнаночные, 25 петель я сделала узор. 25 петель, не 23, а 25. Вот таким образом, девочки. То же самое, что мы с вами вязали, 4 жгут. Вот здесь мы делали 2 изнаночные, я сделала 3 изнаночные. 11 петель наш ромб, опять 3 изнаночные и 4 петли жгут. То есть это наш с вами узор, который мы сегодня вязали. Но между ромбом и жгутом идут по 3 изнаночные. Не 2, а 3. И получилось 25 петель. Ширина образца. Понятно, да? Вот, поэтому вот этот второй размер 25 петель. И опять-таки остается 16 изнаночная кромочная. Но в сумме это будет 54 петли. И опять у меня предложение, девочки. Предложение также со жгутами. Вот я нарисовала. То есть мы опять делаем 2 кромочные, 7 петель планка, 3 изнаночные, 25 петель узор. Вот такой узор только что показывала. 3 изнаночные, 4 петли жгут, 3 изнаночные, 4 петли жгут, завершается все 2 изнаночные, кромочные. Все, 54 петли в сумме. Вот таким образом предлагаю вам сделать расположение узоров. Это мое предложение, я считаю, что оно более приятное, вот второй вариант. Теперь переходим. Значит, здесь у нас также будет закрываться
пройма по 6-7. Кстати, здесь вот я думаю, что надо больше. Если мы будем делать жгуты, то здесь надо сделать, наверное, 8-9 петель. Потому что здесь другая плотность, да. То есть, если вы будете второй вариант с узором выбирать, девочки, то для проймы увеличьте, значит, 8 сделайте и 9 петель. На 2 петли увеличьте, пожалуйста, глубину проймы. То есть на 2 петли больше убавьте. Понятно, да? Потому что плотность другая полотна будет. И чтобы у нас все красиво совпало, пожалуйста, вот это учитывайте. На плечи у нас также будет больше петель идти. Вот у меня получилось 21-23, потому что плотность другая полотна. Вот, то есть при той же самой ширине плеча 12-13 сантиметров, как по спинке, по полочке 12-13 сантиметров будут составлять 21 петля и 23 петли. Другая плотность. Плотность у нас для полочки вот, в 1 сантиметре 1,65 петель сотых. Имейте это в виду. Вертикальную плотность я тоже активно применяю в своем расчете. Помните, мы считали в 1 сантиметре 1,8 ряда умещается. Любой вертикальный размер, вы увидите это в описании, у меня стоит равно, то есть 35,5 умножаю я 35,5 на 1,8, это будет 64 ряда. Везде у меня вот эти стоят, вот это равенство. Сантиметры равно рядам. Я везде применяю плотность в описании. Пожалуйста, не игнорируйте, пожалуйста. После стирки ваше изделие вытянется и станет бесформленным, станет намного длиннее, чем вы думали. И я знаю, что многие вязальщицы винят в этом пряжу, говорят, пряжа там дерьмо или еще что-то такое. Знаете, девочки, пряжа вообще-то всегда, любой трикотаж тянется. Вот. И если вы вяжете много лет, вы должны понимать, что дело не в пряже, а дело в том, что вы просто неумело связали свое изделие без применения расчетной плотности по вертикали. Вот и все. Вот и весь секрет. Дальше. У нас цельновязанная планка вяжется, вяжется, вяжется. И вот здесь нам необходимо на высоте 37-36 сантиметров, тоже в ряды переводим, все это есть в описании, мы с вами приступаем к убавкам для V-образного выреза. В моем случае это получается 20-22 петли. Вот. Но если вы здесь, девочки, увеличиваете количество петель, то на 2 петли здесь уменьшается. То есть 18 и 20 петель будет. Имейте, пожалуйста, это в виду. Я вас очень прошу обратить на это внимание. В описании ведь я не пишу про эти 8-9 петель, а мы с вами это только сейчас обсудили, да? То есть если вы воспользовались вторым вариантом расположения узоров, то здесь на 2 петли меньше, 18-20 петель будет убавляться. Но все равно это убавки будут идти в каждом втором ряду, девочки. У нас должно на плечи остаться 21-23 петли, чтобы ширина совпала при сшивании полотна. Вот. И убавочки идут после вот этих вот цельновязанного нашей планки, да, понимаете? То есть идут по узору убавочки. А цельновязанная планочка наша с вами остается неизменной на 9 петлях. То есть тут 2 кромочные участвуют и 7 петель планочки. Они идут неизменно. Все убавки идут по узору. Затем на нашей высоте спинки мы закрываем здесь тоже петли плеча у полочки. И продолжаем цельновязанную планку вязать на высоту еще 11 сантиметров. В дальнейшем при сборке вы эту планочку пришьете по вырезу спинки. Вы видите, я не стала вывязывать этот вырез, я его специально ликвидировала на чертеже. Вот, то есть у нас все одним махом закрываются все петли, да, и вот так будет удобнее, так будет проще, на мой взгляд, вязать жилетик. Ну, в принципе, все, что я могла, я вам рассказала. Вы почитайте описание и поймете. Самое главное, это, конечно, было вот это все разжевать, да, как это все располагается, да.
Вот, девочки, в принципе, я вам определила все, как я считала, все это я вам написала. Вот. Надеюсь, все доступным языком изложила. Конечно, вы можете вносить свою корректировку во все эти моменты расчетные, и даже надо вносить корректировку. У нас у всех разные потребности, разные желания. Кто-то хочет удлиненный жилет, кто-то хочет укороченный. На то это вязание и творческий процесс, чтобы придумывать свои модели, или если вы вяжете по готовому описанию, что-то вносить, какие-то свои изюминки. Потому что вязание – это все-таки творческий процесс. Я желаю вам удачи и до новых встреч!